Всем привет! Комьюнити ХВХ устроено таким образом, что после любой смерти рьяный школьник, решивший купить подписку на Никсвар за родительские деньги, настолько не может принять факт того, что его убили, из-за чего начинает оскорблять другого человека. А что еще круче, звать его на КВ. Окей, с оскорблениями вопрос простой, обычный мод. Но как же противостоять ему на КВ? Может быть, собирать своих друзей, чтобы они тратили целый час времени на попуск какого-то лоха? Нет, лучше позвать его поиграть 1 на 1. Но как выиграть этого школьника сегодня я именно вам и поведаю. Ну а помогать мне будет мой хороший друг, Хоббит, который является олдом, играет 16 года и причем очень хорошо. Ну а на правах рекламы сообщаю, что у меня есть своя группа ВКонтакте. Здесь я выкладываю розыгрыши, у нас есть чат, также присутствует КФГ-шоп по доступной цене от меня и моих друзей. Здесь мы выкладываем новости про ХВХ, например, о том, что недавно вышел новый Game Exploit, и просто постим мемы про читы. Подписывайтесь. Ну что ж, начнем сам гайд на примере карты Мираж. Про ножевой раунд я не рассказываю, так как сторона не имеет никакого значения. Итак, в первом раунде всегда берется револьвер. При некотором желании на оставшиеся деньги можно взять Зевс, однако это решение слегка рискованное, потому что применить его можно не всегда, зато 200 рублей могут сломать вашу экономику. Зевс нужен для того, чтобы с более высоким шансом убить своего противника на ближней дистанции, например, как это сделал я, понадеялся на удачу и что он не стрельнет мне в тело. Этим самым я и выиграл раунд. Далее важным является то, что в чите присутствует функция Dormant ESP. Именно она и определяет, куда пойдет ваш противник, если вы играете за КТ. Лично для меня всего есть 2 маршрута. Первый состоит в том, что вы сначала прыгаете в окно на мид, а потом вы смотрите, куда пошел ваш противник, и за счет этого занимаете свою позицию. Ну а второй, когда вы бежите на А и контролируете, чтобы ваш противник не занял позицию сэндвича. Если ваш противник пойдет на А через яму, то вы всегда будете в выгодной позиции, потому что вы занимаете фейк-дак под палосами гораздо быстрее. Зато если он ротируется или побежит в итоге на Б, вы сможете отбросить ему гранаты и выбить с позиции. Кстати, нужно подметить хорошую фишку. В чите присутствует функция Edge Jump, которая позволяет вам автоматически прыгать в последний пиксель текстуры. Благодаря этой функции вы никогда не зафейлите прыжок с окна на шорт. Собственно, если вы играете за КТ, то вы должны контролировать, чтобы ваш противник не прошел в плент. Но если случилось такое, что он все-таки прошел, то нужно учитывать 2 вещи. Первое, нужно батить своего противника. Если вы играете за террориста, то нужно взять бомбу, сделать фейк и выйти на противника, если видели то, что он начал вас пикать. Обычно до вас будут добираться баннихопом, поэтому в воздухе можно практически всегда нанести урон. Но если же вы играете за КТшника, то вы наоборот таки должны не поддаваться фейкам. Вам нужно научиться отличать то, когда можно выйти на противника, а когда он вас убьет. Поэтому можно выходить на него и заходить обратно за укрытие, когда понимаете, что он делает фейк. Стоит отметить, что гранаты являются очень важным элементом при игре 1 на 1. Если у вас есть деньги, то всегда нужно покупать полный комплект гранат, потому что даже банальная хаешка на 8 хп позволит вам с ближней дистанции убить своего противника в туловище со скаута. И это при том, что молотов всегда выиграет вам позицию, где бы ни находился ваш противник. Также можно покупать и световую гранату, чтобы кидать ее сзади своего противника, ослеплять его и выходить убивать, так как его голова поднимется вверх и вы его тапнете. Имейте в виду, что если вы предугадали то, куда идет ваш противник, то вы можете кинуть гранату на упреждение. Например, если вы идете в яму за террористов и понимаете, что ваш противник будет выходить в джангл, то кидайте из ямы гранату, потому что после этого момента с позиции сэндвича никак нельзя будет безопасно кинуть гранату на трон. Но если даже вы кинете, то она будет слишком малоэффективной, потому что снесет буквально пару хп. Когда я делал видео про топ-5 светов на ХВХ, я раскрывал суть функции Headshot. Так вот, при игре 1 на 1 важно не допускать того, чтобы при пике противника с полным хп у вас он был выключен, так как велика вероятность, что вы стрельнете противника раньше него при пике, из-за чего он вас пошутит в голову и убьет. Похоже, стоит сказать и о том, что если ваш противник не знает про функцию хедшота, то вы спокойно можете убивать его бэкшутом. Нужно просто выставить задержку на выстрел или поставить одну голову в качестве хитбокса. Тогда вы выйдете на противника, он вас стрельнет, повернет голову, а после чего вы его убьете одной пулей. Стоит отметить то, что большое влияние нужно уделять и экономике. Если у вашего противника АВП или Скар, а вы каждый раз покупаете револьвер, армор и гранаты, то шансов выиграть у вас практически нет. Большая ошибка некоторых игроков состоит в том, что каждый раз они покупают новый армор, хотя старый у них еще не кончился, поэтому каждый раз они тратят большое количество денег просто так. Поэтому порой бывает гораздо выгоднее проиграть один раунд на эко, нежели чем делать каждый раз плохую закупку и проигрывать всю игру. Если у вашего противника мало здоровья, то не забывайте прожимать сейвпоинты и боим. Боим, например, в кряке. Это хитбокс оверрайт на тело.
Поэтому раскрою один секрет ХВХ. Пелвис, то есть таз, является частью тела, в которую меньше всего промахиваются из-за резольвера, так как обычно в этой точке фейк и реал наиболее совпадают. Поэтому задумайтесь, какую именно часть тела нужно ставить на бои, и в таком случае вы гарантированно убьете своего противника, а не стрельнете ему в голову, когда у него 10 хп. Имейте в виду, что большое влияние при игре 1 на 1 оказывает то, какой именно у вас щит. Я сам все занейдил, забей. Чит! Чит! Понял. Конечно, всегда можно выиграть юзер из кита, играя при этом с кряком. Однако нужно понимать, что правильная настройка чита также занимает важное место при игре 1 на 1. Также можно сказать и про маленькие фишки, которые можно применить на Мираже. Например, если вы заняли планет А за террористов и поставили бомбу, то чтобы контролить трон, вам нужно просто зажать Ешку в ящик, который находится перед вами, и сидеть с включенным хедшотом. Также можно кинуть дикой, чтобы ваш противник подумал, что вы находитесь в другой позиции, и так далее. Поэтому желаю всем смотревшим удачи, потренируйтесь немного со своим другом поиграть 1 на 1 и поймете в течение времени, что именно вам нужно делать. Всем удачи и пока.